Ранним утром большое стадо слонов неторопливо прогуливается по влажным лугам на территории заповедника Маканда, заповедника дикой природы в Южной Африке. Капли росы все еще лежат на траве, сверкая в лучах утреннего солнца. Слон-вожак ведет свое стадо на поиски воды и пищи, направляясь к озеру в заповеднике. Мирная сцена продолжается каждый день, когда они неторопливо прогуливаются под сенью деревьев. Раздается громкий крик матери-слонихи, который, по-видимому, сигнализирует о том, что все в безопасности. Озорные слонята ходят и шевелят хоботами в поисках пищи и воды. Кажется, что у всего стада слонов спокойный день, без забот. Однако издалека, из-за кустов, внезапно доносится звук мотора грузовика. Появляется группа незнакомцев. Их глаза горят злобной жадностью. Это браконьеры, незаконно занимающиеся добычей слоновой кости, которые проникли в заповедник. У них было современное оружие и снаряжение, готовые уничтожить любого слона. Слон-вожак почувствовал угрозу и быстро поднял тревогу. Все стадо было напугано и обратилось в бегство вглубь леса. Браконьеры завели свои моторы и безжалостно погнались за ними. Стадо слонов было охвачено паникой. Они пытались спастись от жестоких выстрелов. Слон-вожак все же повернул назад и громко зарычал, демонстрируя свое намерение защитить своих собратьев-слонов. Но браконьеры яростно преследовали их, намереваясь завладеть ценной слоновой костью. В разгар хаоса молодой слон растерялся и отделился от стада, беспорядочно бегая по тропинкам. Слон продирался сквозь густые кусты, надеясь найти самый быстрый выход. К несчастью, он наткнулся на участок колючей проволоки, который был натянут заранее. Колючая проволока туго обмоталась вокруг его передних ног и хобота, заставляя слона корчиться от боли. Жалобный крик эхом разнесся по всему уголку заповедника. Слоны услышали и остановились, но к ним подошли браконьеры, и они не смогли вернуться. Очередь. Слон-вожак был вынужден увести стадо, чтобы спасти жизни большинства. Тем временем молодой слон оказался в ловушке, и у него не было возможности освободиться. Браконьеры были взволнованы, думая, что они крепко держат в своих руках военную добычу. Они приблизились и планировали использовать обезболивающие и инструменты для резки слоновой кости. Стоны бедного слона делали сцену еще более трагичной. Его силы постепенно убывали из-за травмы и страха. Закончив красть слоновую кость, браконьеры самодовольно прикидывали, как выкрутиться. Но в этот момент со стороны запасных ворот раздался звук двигателя другого автомобиля. Это была команда по защите дикой природы, возглавляемая Дэниелом. Дэниел — давний эксперт по слонам. Он каждый день проводит патрулирование, чтобы обеспечить безопасность. В это время он и его товарищи по команде обнаружили нарушителя и немедленно примчались туда. Браконьеры были поражены, увидев большое количество полицейских. Они запаниковали и поспешно бросили свои вещи, пытаясь скрыться. Команда Дэниела быстро развернулась, перекрыв путь к отступлению. Раздался громкоговоритель с требованием к браконьерам немедленно сдаться. Не сдаваясь, они произвели несколько предупредительных выстрелов, затем развернули машину и скрылись. Дэниел подал знак своим товарищам по команде преследовать его, но главным приоритетом по-прежнему оставалось спасти попавшего в ловушку слона. В разгар хаоса браконьеры наконец отступили вглубь леса, чтобы избежать поимки. Сотрудники службы безопасности вздохнули с облегчением, когда увидели, что непосредственная опасность была устранена. Все немедленно сосредоточились на спасении бедного слона. Дэниел осторожно приблизился к слону, чтобы не напугать его еще больше. Он велел другим членам группы приготовить инструменты, кусачки, толстые перчатки и аптечку первой помощи. Слоненок все еще сопротивлялся. Кровоточащая рана причиняла ему боль. Охранники рассредоточились вокруг, держась на безопасном расстоянии.
Дэниел использовал теплый голос, чтобы успокоить слона, чтобы наладить дружеское общение. Они решили вколоть легкое обезболивающее, чтобы успокоить слона. Когда слон на время потерял сознание, спасательная команда начала снимать каждую проволочную петлю. Проволока глубоко врезалась в кожу, оставив множество длинных царапин. Дэниел и еще один член команды плоскогубцами медленно и осторожно срезали каждый сантиметр. По их лбам стекал пот, но никто не отпускал их ни на секунду. После нескольких напряженных минут проволоку, наконец, сняли. Оперативная бригада хирургов быстро обработала рану антисептическим раствором. Они аккуратно нанесли мазь, а затем временно перевязали ее, чтобы остановить кровотечение. Дэниел понаблюдал за дыханием слона и убедился, что оно временно стабилизировалось. В его глазах отразились печаль и радость, когда он увидел первые успехи в спасении. Он верил, что при должном уходе слон скоро поправится. Остальные сотрудники также вздохнули с облегчением и продолжили оказывать первую помощь. После того, как все было улажено, Дэниел приказал убрать опасные инструменты с места происшествия. Слон все еще был без сознания и время от времени слегка шевелился из-за жгучей боли в ране. Вдалеке в кустах пряталось стадо слонов, вероятно, прислушиваясь к движению. Большие слоны начали приближаться, издавая тихие, встревоженные звуки. Эхом разносились крики матери-слонихи, как будто она призывала своих детей вернуться в стадо. Дэниел подал знак всей команде отойти, чтобы мать могла подойти к своему ребенку. Слоненок слегка заморгал, постепенно приходя в себя после наркоза. Почувствовав тепло своих собратьев-слонов, слоненок стал меньше бояться. Слониха-мать осторожно приблизилась, нежно дотронувшись хоботом до своего детеныша, словно проверяя, в безопасности ли он. Слоненок среагировал, потянувшись всем телом, чтобы потереться хоботом о мать, и вместе с тем выглядел жалким, но полным надежды. Сотрудники службы безопасности наблюдали издалека, тронутые благородной материнской любовью. Чтобы дать слону пространство, Дэниел позволил своей команде отступить к грузовику. Слоненок все еще испытывал боль, но сумел встать, держась за свою мать. Кровоточащие раны были тщательно перевязаны, что уменьшило опасность. Слоны постепенно собрались вместе, поддерживая слабого слоненка, обхватив его хоботами. Дэниел и его товарищи по команде стояли поодаль, прикидывая, стоит ли везти слоненка на ветеринарно-спасательную станцию. Учитывая, что рана была достаточно серьезной, но не опасной для жизни, они выбрали комбинированный вариант. Если они попытаются заставить слоненка покинуть стадо, то могут запаниковать и покалечить друг друга. Дэниел и его команда решили понаблюдать за происходящим в течение нескольких часов, чтобы убедиться, что со слоном все в порядке. Они связались с передвижной ветеринарной станцией, чтобы подготовить инструменты на случай, если потребуется глубокое вмешательство. Слоны были настороже, но постепенно поняли, что присутствие человека здесь для того, чтобы помочь. Голос матери-слонихи теперь звучал менее напряженно. Она лишь время от времени трубила, чтобы успокоить стадо. Небо постепенно клонилось к полудню, южноафриканское солнце светило ярче. Охрана укрыла слониху и следила за температурой ее тела. Слоненку ввели антибиотики, чтобы предотвратить инфицирование раны. Через некоторое время состояние слона стало более стабильным, порезы перестали кровоточить. Дэниел поговорил с ветеринаром и согласился оставить слоненка в стаде под присмотром. Слоны радостно окружили слоненка, словно празднуя победу над невзгодами. Их громкие крики наполнили счастьем весь заповедник. Команда Дэниела тихо ушла, решив продолжать защищать прекрасную землю. Южная Африка и ее драгоценные стада слонов. Дорогой друг, спасибо, что нашли время следить за сюжетом. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.